Приветствую вас на канале. Приехал к нам в работу вот такой вот гибридный GLC с какой-то ошибкой. Автомобиль иногда едет на бензине, переключается на электро, все нормально, но иногда появляются какие-то проблемы. Как вы уже поняли, этот материал был снят перед началом войны в Украине. К сожалению, можете наблюдать о тяжелой ситуации, которая сейчас сложилась здесь. К счастью, в Украине много волонтеров, которые помогают мирным жителям с медикаментами и продуктами питания. Но, к сожалению, финансов на это не хватает. Поэтому хотелось бы обратиться к всем неравнодушным зрителям канала о помощи для волонтеров. В закрепленном комментарии под видео и в описании оставлю данные банковской карты одного из волонтеров. И прошу всех, у кого есть возможность, откликнуться и помочь. Даже 10 гривен будет весомым вкладом в общее дело. Также оставлю свой PayPal, если кто-то захочет помочь из-за границы. Привет со славного города-героя Харьков. Держимся, помогаем, все друг другу поддерживаем. Вот, хочу выразить огромную благодарность Бардину Илье за то, что обеспечил нас топливом. Вот, сейчас получил необходимые посылочки. Я благодарю всех, что мы объединились и друг другу очень сильно помогаем. Помогаем и медицине нашей, и гражданским. Кстати, еще информация для владельцев электромобилей и гибридов. Филиал в Харькове начал свою работу. Поэтому, если у вас появилась проблема с вашим электромобилем или гибридом, то обращайтесь по телефонам, указанным в описании и в комментарии. На ваших глазах вершится история. Впервые во всех кинотеатрах страны снятие Е-трона. Ну а теперь вернемся к нашему Мерседесу. Так, вот какие у нас ошибки есть. Стартер, двигатель внутреннего сгорания, ошибка, и клапан вентиляции картеров, актуатор заблокирован. И дальше у нас есть ошибки по коммуникации с гаражными воротами, но это нас сейчас меньше всего интересует. Нас интересуют только вот эти вот ошибки. Поэтому сейчас будем разбираться с ними. Так, в общем, буду сейчас добираться до стартера, проверять, работает ли стартер, потому что ошибка у нас именно по стартеру. Здесь стоит вот обычный стартер, несмотря на то, что это плагин гибрид. Здесь обычный стартер, и он нужен для запуска мотора. Также может запускаться с помощью электромотора, который стоит между мотором и коробкой. Но в движении как раз происходит пинок из-за того, что автомобиль едет на электротяге. Потом в какой-то момент нужно запустить двигатель внутреннего сгорания. И идет просадка по мощности, естественно, идет толчок. А первоначально планировалось, что двигатель внутреннего сгорания должен запускаться с помощью стартера, вот этого обычного стандартного. И дальше с помощью сцепления плавно подключается мотор и без разрыва тяги. Но, к сожалению, здесь это не происходит и идет пинок. И, в общем-то, ошибка по стартеру. Вот сам стартер у нас стоит. И сейчас хочу прозвонить, вернее, попробовать, будет ли он включаться или не будет. Автомобиль у нас запускается только с электротяги. На данный момент пробег 29 793 километра. Здесь у нас располагается аккумулятор 12-вольтовый, а на стартер провода идут вот отсюда. Силовой провод и сигнальный. И при включении сигнального провода на силовой провод у нас какие-то искры идут, но автомобиль запускаться не хочет. Снял стартер. Благо он тут не сильно сложно снимается. В принципе, ко всему есть доступ. Поэтому получилось его снять. Вот он лежит. И проверили его уже напрямую. Он не работает. Сам электромотор вращается, а втягивающий не срабатывает. В общем, сейчас отдаем его туда в ремонт. Пусть его переберут. И после этого поставим, посмотрим, как она будет работать. В общем, ошибка все-таки подтвердилась, что жаловалась, что неисправен стартер. Таки стартер неисправен. В общем, вернули обратно стартер. Сказали, что стерли щетки. Ну, в принципе, за 30 тысяч километров щетки могли стереться, так как это гибрид. И этот стартер работает на систему старт-стоп. И в день он может не один раз, не два раза запускать автомобиль, а много раз. Поэтому стерся. Но благо, что он снимается легко. И не знаю, сколько вышел ремонт. Хозяин сам забирал его на ТО, на обслуживание. В общем, сейчас будем ставить его и тестировать. Вот так вот. Стартер установил.
Сейчас буду ставить защиту, и вот сразу хочу показать, как Mercedes вышел из положения с установкой динамика. Установили динамик прямо на защиту. Здесь вот видно уже кусок защиты отломанный, поэтому достаточно часто, наверное, им бьются. Пусть это какой-то кроссовер. Вот даже тоже есть повреждения на защите. И установить динамик на самый низ, наверное, не для наших дорог. Этот динамик, он имитирует работу мотора, когда автомобиль едет на электротяге. Вот так вот он выглядит. И он стоит внизу. На Мерседесах B-класс он стоит под бампером в правом переднем углу. Здесь они его поставили вот сюда. В общем, сейчас продолжаю сборку, установлю защиту и буду тестировать, чтобы ошибки у нас не светились по всяким динамикам. Ну и, конечно, выеду, проедусь, посмотрю, будет ли запускаться стартер, вернее, будет ли двигатель запускаться от обычного 12-вольтового стартера, потому что когда он запускается с высоковольтного мотора, то идет пинок. В общем, сейчас будем все это тестировать. Осталось мне собрать сверху все, и можно будет выехать тестировать. Сейчас для того, чтобы не снимать клемму, я отключил здесь провода. Очень классно сделал Mercedes. Отключаю здесь провода. И, кстати, можно и запитать отсюда ее для проверки, для диагностики, чтобы не лезть вниз. И можно, не оценяя клемму, оценить здесь просто провода и уже не бояться, что снизу что-то замкнет или коротнет. В общем, продолжаю ее собирать. Подсоединил силовой плюс. И сейчас хочу проверить, будет ли он запускаться, потому что первоначально автомобиль не запускался. И просто искрились, шли искры при замыкании провода на втягивающее. Но автомобиль не запускался. Сейчас хочу попробовать, будет ли он запускаться. Вот так вот. В принципе, можно продиагностировать, если появилась такая ошибка, можно снять эту крышку и продиагностировать стартер напрямую, даже без подъема автомобиля на подъемник. Mercedes предусмотрел проверку сверху. Если кому интересно, вот эти контакты находятся под вот этой крышечкой. Аккумулятор что-то здесь не закреплен, болтается. Аккумулятор оригинальный, не знаю, менялся он или не менялся. Автомобиль 2018 года, поэтому вряд ли. Обычно АГМ аккумуляторы спокойно лет 6 выхаживают. Но аккумулятор здесь не закреплен. И не видно места крепления. И фильтр салона давно не менялся на этом автомобиле. Надо будет об этом всем сказать владельцу, потому как уже поздно. И сегодня в любом случае мы этого не сделаем. Фильтр нужно заказывать. У нас таких запчастей нет. Но пусть владелец знает об этой проблеме. Кстати, интересно, если аккумулятор будет закипать и будет выделяться водород, то прямиком будет задуваться в салон автомобиля. Решение, конечно, крайне интересное. АГМ, конечно, не выделяет, насколько я знаю, водород, но если сюда поставить обычный аккумулятор, то, думаю, будет не совсем приятно, а может даже и опасно. Ну ладно, оставим это все на совести производителя. Решили сделать так, значит будет так. Иногда решения автопроизводителей немножко пугают. Ну, что есть, то есть. Ну и самое приятное в нашей работе — это тест. Вот сейчас как раз подключаю диагностику. И еще раз выеду, проедусь, посмотрим, будет бить ошибка или нет. У нас батарейка на 8%, это плагин гибрид, и заряжена на 8%. Не знаю пока какая емкость, потом посмотрю и добавлю под видео. В общем, а сейчас мы едем тестировать ее.
Основная проблема в том, что не катался перед ремонтом. Нам автомобиль приехал уже с продиагностированной неисправностью. Я подключил компьютер и увидел, что действительно эта неисправность есть. И проверял потом стартер. Поэтому как вел себя автомобиль до этого, не знаю. Якобы при запуске двигателя внутреннего сгорания был удар. Но я этого, к сожалению, прочувствовать сейчас пока не могу. Ну, в любом случае, уже вечер. Уже начало 8 вечера. Поэтому сегодня в любом случае мы ничего особо делать не будем больше. И уже владелец сам скажет, ушла проблема или нет. По крайней мере, стартер у нас заработал. И сейчас как раз продиагностируем, есть ли ошибки. И что хотелось бы сказать. С одной стороны, конечно, смешно выглядит то, что стартер прошел всего лишь... Пробег у нас 29 794 километра. С одной стороны, конечно, смешной пробег, 29 тысяч, и лег стартер. И в комментариях вы, конечно, можете написать, что Mercedes дожил, что стартера уже ходят 30 тысяч. Но на самом деле, сколько за одну дорогу, за одно расстояние, сколько раз этот стартер будет запускаться. И на самом деле, сколько он сэкономит топлива, в данном случае солярки, потому что мотор дизельный. Сколько солярки он сэкономил за это время, пока глушился. И на самом деле ремонт этого стартера абсолютно не такие большие деньги, как казалось бы. Стартер снимается легко, и замена щеток — это копеечная работа по сути. И при этом автомобиль не останавливается, то есть он просто дает ошибку, и автомобиль едет. И, кстати говоря, еще непонятный момент, что при вывернутых колесах такое впечатление, что заблокирован дифференциал. Вот сейчас мы едем на электротяге. Да, карта. Вот двигатель у нас запустился, никаких толчков при этом не было. Абсолютно плавно и не чувствовалось. А владелец говорит, что до этого вроде как это было все с пинками. В общем, считаю, что мы свою работу сделали. Сейчас вот у нас автомобиль заглох. Катимся. Сейчас чуть добавлю газу. Двигатель запустился, никаких пинков нет. Ну, в принципе, проблема, с которой обратился клиент, она ушла. В общем, вот такой вот был ремонт. С одной стороны смешной, всего лишь накрылся стартер. С другой стороны... Наближаємося до залізничного переїзду. Вот так вот. Кто сказал? Это он сказал. Всего лишь стартер, а с другой стороны неисправность стартера не приводит к неподвижности автомобиля. Вот сейчас тоже двигатель заглох. Мы едем на электротяге. Добавил газу, никакого пинка нет. В общем, если вам нравятся такие видео с ремонтом электричек и гибридов, то подписывайтесь на канал. Я думаю, еще будет много интересного. Поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и совершайте все ютубовские обряды. Все, до скорой встречи. Всем пока.